Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем прокачивать Эдну на 12 уровень. Да, именно так. Почему? Потому что жетончики все-таки выпали. У меня даже выпал один жетон на фей. Да, это все, чего я добился за выходные. Сундуков я открыл очень много золотых, ну, конечно, тут всего 4, но помимо них я еще открыл кучу других, и как бы вот. Немножко обидно, но что поделать. Такая вот реальность душит, конечно, жетонами. Возможно, в будущем начнут резко падать немного, но пока что так. Итак, вот она. Эдна, 12 уровень. Качаем. 728 хпшки. Это у нас почти 4... Не, 5600 будет. 5600 хпшки будет практически. Это круто. Это очень круто. Ну, чё, имба, как говорится. Почему бы нет? Давайте, наверное, дальше прокачаем. Я, правда, не очень уверен, стоит ли прокачивать вот этот вот верхний атрибут. Хотя 8000, да, все-таки стоит, не так много. Наверное, давайте все-таки прокачаем. Оу, обучение. Да, лук. Да, давай, добро. О, обучили, короче, жестко. Жестко, ничего не скажешь. Ладно, качаем дальше копье, потому что копье у Эдны, хоть оно и не как у павлинчика Равика, но все равно хорошо. По поводу того, будем открывать, не будем. Да, будем. Да, он бесполезный, скорее всего, но мы все равно будем открывать. Вот он, первобытный инстинкт на Эдну. Итак, по поводу атрибутов. Осталось 2 атрибута на копье и 1 атрибут на лук. Честно сказать, не очень хочется их брать, но давайте посмотрим, что у нас получается по предменчикам. Итак, луку. 2 атрибута на копье, да, я говорил? И 1 на лук. Ну, для лука бы что-нибудь еще взять, да, было приятно. А копью... А вот на копье только 1 я бы взял, поэтому... Сейчас мы это сделаем. Опять же, есть для копья вот такой вот атрибут, который нас дальше бустит на 13 уровень. Скорее всего, мы его и качнем. Не буду я пока брать вот нижний атрибут. Думаю, от него нет смысла. И возьмем верхний лук. Конечно, на 2000 он меньше стоит, но все равно приятненько. Итак, берем атрибутики, докидываем сюда. Лук. Радиус 2%, перезарядка 2% и дальность 4%. А лук у нас бобра, значит, чем дальше кинуть, тем проще будет играть. Ну, берем так, значит. И копье. 4% дальности, скорость 5, 18. Ну, тут нужно думать, или скорость, или дальность. 4%. Давайте пока так оставим, мне кажется, дальше. Ну-ка. Да, дальше уже нет смысла, дальше будем уже скорость одну штучку закидывать. Ну и дальше перезарядку, ясное дело. Итак, это запущено. 12 уровень готов. Выбираем, вот, 5583, почти 6000. Имба, чё? И погнали имбовать в командных боях. Да. Душнило будет сейчас конкретно. Ну, надеюсь, только с моей стороны, а не со стороны противников, которые и меня могут задушить, да и моя команда меня могут задушить. Короче, вы понимаете, да. Лев, гений. Ну, почему вы такие гении? Почему? За что? Так, ловушки ставим. Нужно ботов сейчас убивать. Еще одну ловушку, еще одну сюда. Так, отлично, лутаемся. Пока что Никса немножко раскидаем. Тут еще ботик у нас бежит. Так, Брюсик, давай, ну помоги мне. Ага, Брюсик вроде адекватный. Пока что залутаемся немного. Так, этого добиваем. Лутаем еще аптечку с этим. Погнали сюда, Брюсик. Так, и погнали сейчас к нашим союзникам. Был бачок. Бачок, как всегда. Гении, конечно, в команде противника пытаются меня задушить. Удачи им, как говорится. Я сейчас выйду на кусты, чтобы мне было проще играть. Потому что для меня это не очень удобно здесь играть. А так будет очень удобно даже, я сказал так. Никс пытается мне тут что-то сделать. Очень интересный малый на Никсе. Ну, неприятные, конечно, противники, но что поделать. Какие попадаются, против таких деремся. А где Брюс? Он возле зебры, ладно. Пока что все хорошо, в принципе. Похилимся сейчас. Бачок здесь бегает. Ну, конечно, неприятно то, что змея душила очень жестко. Но тут шансов нету ни у кого из них. Так, тут защитка лежит. Наверное, ее сейчас стоит залутать все-таки. Думаю, зона мне не сильно продамажит. Так, похилимся сразу. О, легендарная граната. Вот ради этого у нас умер... Ай, Брюс. Вот чё и нельзя играть командно. Ну, видите, что я на 12 уровне. Ну, играйте вы команду. Ничего так сложно-то. Ну. Непонятно. Ой, как же сложно играть командно. Чтобы вы понимали, этот чел выпрыгнул с воды за бочкой.
Ой, слов нет. Ладно, спокойно. Так, на всякий случай ставим капканчик, мало ли, может пригодиться. Неизвестно, куда этот хамелеон убежал и зачем. Поэтому пока что играем аккуратненько. Наверное, в домик я забегать не буду. Мне проще будет отсюда посмотреть, что тут лежит. Как видите, там бочки лежат. Либо это наш зебра лутался. У него, судя по всему, инструменты. Ну, по нику-то понятно, и по арморчику тоже, думаю. Хотя, может, и нет. Может, это арморчик с другой штуки. Опа, ча, ничего себе. Пока что просто стоим вместе. Держимся. Ну, я думаю, я затащу. Хотя против нас осталось 4 противника. И не факт, что они вообще вместе. Чувствую, там тоже такие, знаете, полунедобитки остались. Бедняжки. Вот это командные бои, да. С низкими уровнями на низком рейтинге. Ну, тут либо бустеры, либо низкие уровни на низком рейтинге, да. Без вариантов. Что же? Где же вы все прячетесь? Мне даже скучно уже стало. Ну, где? Где все эти герои? А вот они. Опа-ча. Видали? Просто прямой выстрел, только что у меня промахнулся. Я, кстати, попал. Выстрелом своим. Или нет? Или попал? Я что-то извиняюсь, ребятки. Закашлялся немножко. Не знаю почему. Ну да ладно, неважно. Итак, сейчас капканчики поставим. Побольше поставим. Так, сейчас этот перепрыгнем гений. Так, капкан ставим. Еще один. Еще один сюда. Еще один так. Луи сейчас добьем, скорее всего. Так, поставим. Так, добиваем этого. И пойдем резать бака. Я не хочу его терять. Пока что не хочу. Так. Ну, я не знаю, стоит резать, не стоит. Ну, зебру я точно резать не буду. Он тогда сбежал от меня. Представляете, вот просто... Он тогда думал, что самый умный. Но оказалось, что он не самый умный. Интересно, почему же? Интересно, почему же? Блин, там микромомент выхода из-за текстуры был. Ну, как всегда. У них эта фигня везет, у меня нет. Ну, если вы понимаете, да? Микромиллиметром вышел за текстуру, и все, меня шотнуло. Классно. Классно. А мне просто нужно было ставить за текстуру и убивать Луи. Ну, что ему сказать, ребят? Тяжело, когда твоя команда просто нули полные, которые просто даже бегать не могут вместе. Ай, обидно, обидно. Ну, что поделать. Ну, почти затащил. Надо было аккуратнее себя вести, не подставляться под урону. Я бы просто их с течением времени раздамажил и затащил бы топ-1. Ну, хотелось же командно играть, да? Хотелось же спасать этих гениев, которые за меня играют. Но не получалось. Точнее, я на это тратил много аптечек. И вот. К чему это привело, сами видите. Что, тут ботик бегает, да? Ботик. Что ты тут бегаешь? Так. Ну, кстати, Луи оказался очень живучий. Я думал, он ранг кинется раньше, но он почему-то выжил. Ладно, погнали с командой побегаем. Они, конечно, очень полезны. Но, ладно, побегаем. В принципе, какой-никакой лут уже есть. А вот как они тут, интересно, развлекаются. Прям сразу видно, молодцы. Ладно, тут уже кого-то нашли. Легендарный бот здесь бегает. Ловушку поставлю, лук накину. Гранатку тут тоже кидаем. Пока что все хорошо. Я, правда, не знаю, кому легендарный дроп ушел. Пока что не знаю. Так, похилимся немного. Угу, Никсу ушел. Легендарный дробовик, понял. Так, бахаем. Сейчас успею хильнуться, конечно. Ну, просто видали прямым ударом. Я ничего не могу сделать. У меня команда больные, которые просто убежали. Я тут должен сейчас спасать всех и вся. Классно очень. Очень классно. Но в итоге за счет там просто какого-то урона я смог затащить. Опять же, вот эти двое. Как вы думаете, что они делали, когда дрался против фулл-сквада? И пытался резнуть здесь своих гениальных сокомандников. Вот и я не знаю, что они делали. Но они что-то делали, очевидно. Очевидные гении. Ладно. Ладно. Просто рейтинг низкий надо бустить, тогда будет все норм. Но Эдна хороша. По сути, как бобер. Ну, может... Ну, вот эти ловушки на самом деле не такие бесполезные. Это, как, знаете, придумать нового персонажа. Сделаем ежа, который будет как бобер. Логично? Логично. Только чуть похуже, потому что у бобра все-таки копье есть очень жестко, да? Это что за дальность? А, это фламинго. Понимаю, понимаю. Ну, конечно, моя команда уже вся умерла. Ну, как же могло быть по-другому? Неожиданно, да? Неожиданно по-другому не могло быть. Вообще никак. Орел, конечно, меня залетел. То есть, видите, у них Орел залетает, меня продамаживает. В моей команде Лев
не может на одном месте стоять. Это слишком сложно для него. Да стой ты на одном месте, боже, ну что ж ты за существо-то такое нездоровое-то? Просто на месте стоять не смог. На месте. Это ж так сложно, так сложно, так сложно. Спокойно, не бомбить, не бомбить. Чтоб я еще раз кого-то пошел спасать. Вот серьезно. Просто буду стоять сдалека и бахать. И бахать, и бахать. Эти гении пусть умирают. Ну, реально, настолько обидно. Настолько обидно проигрывать эти бои из-за каких-то просто вот таких вот моментов, когда тебя в 7-й орел залетает, а в твоей команде никто не может даже кнопку нажать. Вот он, Лев, который забрал легендарный дроп. Зачем он ему? Вопрос. Я понял, где они тогда были. То есть, пока я там побеждал, пытался победить, спасал своих союзников, дрался с фулсквадом, они были снизу лутали легендарного бота. Как неожиданно. Вот, видите? Вот они. Спокойно, не бомбить. Как-то весело получается пока что. А что поделать? Такие вот команды. Может быть, подождать начало недели, потом пустить рейтинг. Ну, там за 1000 и выше. Потому что играть с такими вот, которые просто игнорят командную игру вообще полностью. И страдать фигней, ну, не очень хочется. Давайте попробуем все-таки затащить. Будем играть тогда чисто на соло вариант. Как бы забиваем на своих союзников. Очень красиво. И просто дамажим. Дамажим. Кого успею резнуть после того, как всех убьют, того успею. Кого не успею, ну и, как говорится, до свидания. Такие вот дела. Будем пытаться такое делать. Опять же, у Эдны есть тоже проблема с тем, что не хватает подвижности, ее тоже могут словить. Особенно, когда я вот так быкую, просто иду первый и все такое, но что поделать, попробуем так пока. Все-таки преимущество у меня какое-никакое есть в плане уровня, еще чего-нибудь. О, хорошо. Хорошо. Он, жираф у нас решил. Ну, зачем ему лут, да? Зачем ему боты? Он там все по домикам постоит, ему хорошо. Замечательно, я бы сказал ему, наверное, по домикам. Надо бочки ломать, потому что они очень сильно мешают. Потому что их лутают и потом с инструментами все бегают. Такс, ну что, зона как-то не двигается. Не знаю почему. Странная зона. Поставим здесь капканчик. На всякий случай, мало ли. А вон и противнички. Ну просто закидываем, играем в дальний бой. Не подставляемся. Левчанский там уже бегает. Кстати, тут, заметьте, видите, там, походу, 2 сквада между собой дерутся. Значит, будем сейчас красиво реализовываться. На Эдне, в принципе, удобно закрывать проходы. Проходы своими колючками. Своими штучками. О, Никс забрал легендарный дроп. А мой Никс пошел умирать. Так, ну я пока что играю более аккуратно. Пока что. А сейчас я немножко резну Никса. Это, в принципе, выгодно будет сейчас. Потому что меня никто не дамажит. Он аптечку сейчас возьмет и уйдет в зону умирать. Логично. Очень логично. Ну, видите, вот просто 7-й орел. Что это за дичь? Вы видели, просто 2 аптечки у меня пропали. 2 аптечки пропали. 2 аптечки на пустом месте пропали. Но у меня слов нету. Он меня еще затолкнул. Вы видели этим рандомным шотом? Это... До свидания, друг. Ой, как же не бомбит. Как же не бомбит. У меня просто не бомбит. Мы даже аптечку залутать не можем. Я не успею, да? Нет, успел. Вот для кого я показывал, что двигайтесь командно, что мы сейчас будем лутать аптечку? Для кого? Почему они так себя странно ведут? Я не понимаю. Сейчас играем на дистанции просто-напросто. Ставим капканчики, я бахаю. А что у нас? Кто-то убежал? Никс убежал. Ладно, пофиг. Он там легендарный дроп залутал, походу. Ой, сейчас надо аккуратно себя вести. Так, ну я тут продамажу за счет урона чисто. Смогу шотнуть. Ну, в этот раз более-менее адекватные еще попались. Повезло очень сильно. Что адекватные попались. Если бы не... Ну, был бы кто-то другой, мы бы откинулись. Ну, акула мы шотнули. Красавчики, все. Фух. Ну, смогли затащить. Блин, это как бы... За счет... Блин, у меня еще 12 уровень. И мы вот так вот сложно все тащим. Понимаете, у нас какая дичь происходит? Нечто дикое. Ладно. Сейчас мы найдем последнего противника и добьем его. В принципе, она хороша. Конечно, ловушки это отдельный разговор, не очень полезный. Ну, про пассивные навыки я вообще молчу. Заметили, как урон отражается у Эдны, да? Заметили? И я не заметил, а он есть. Да, если вкратце. Ну что ж, ребятки, вот такая у нас ковбой Эдна. Сегодня получается 12 уровень.
следующем видео будем, кстати, выбивать на нее первобытный инстинкт. Да, именно так. А на это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.